Привет, меня зовут Митя. Сейчас я собираюсь в поездку через Киев, через Белоруссию, Санкт-Петербург и в Мурманскую область. Я собираюсь добраться до берега Баренцева моря. Зачем-то я решил записать видеодневник и посмотрим, что из этого выйдет. Ну хорошо, я покидаю свой уютный райончик и иду в сторону окружной. На самом деле так делать не сильно надежно, потому что на окружной не любят брать, по крайней мере, по моему опыту. И лучше, особенно в незнакомом городе, сразу ехать к нужной трассе. Но мне здесь близко, буквально 800 метров, так что... Кстати, знакомьтесь, это Куяльник, соленый лиман возле моего города. Мой город — это Одесса. Этот лиман настолько соленый, что если ты принесешь сюда яйцо и опустишь его в воду, оно не утонет. Но я сам этого не проверял. Ну, речь, конечно, о куриных яйцах. А вот это рядом со мной окружная дорога. Сейчас на часах 9:40. Посмотрим, как быстро меня возьмут. Кстати, я снимаю видеодневник. И еду я в Мурманскую область, Баренцево море. А что вы об этом думаете? Что я могу думать? Ну, здорово, интересно, придурок. Да нет, Передай привет сестре. Ну да, я тоже думаю, что это неплохо. Сейчас времени по окружной дороге я добрался таки до развязки. И вот трасса, которая идет на Киев. Сейчас мы здесь попытаемся поймать хорошую машину и проследовать на Киев. Река Южный Буг. А речки, как известно, нужны, чтобы в них купаться. Вот уже почти 6 вечера. Пытаюсь уехать из Киева. Вот это номер. Я умудрился ждать машину на выходе из Киева целых 2 часа. В результате я ее так и не дождался, поэтому уехал на маршрутке в город Бровары, вышел за его черту и сейчас буду ловить машину. В общем, из Киева уезжать была полная жопа. Сейчас я возле объездной города Чернигов, возле реки Десна. Устроился по-быстрому на ночлег. Ну, так закончился первый день. Утро второго дня. Спалось мне просто замечательно, но с утра меня ждал сюрприз. Вот этот вот дождь. В любом случае у меня нет времени ждать, пока он закончится, поэтому буду сматываться так. Просто посмотрите, какое утро. Кажется, кто-то подкрутил в настройках уровень сложности, и жить мне стало снова просто. Дождик закончился, получилось искупаться, помыться. Идем дальше. О, как!
Белоруссия, прояснилось. А вот этот чувак-жонглер, нам с ним по пути. Ну да. Просто для красивого видеоряда. Ну хорошо. День сегодня был непростой. Трудно было уехать из Черниговской области. Трудно было пройти границу. Наверное, из-за моей внешности. И с машинами не везло в Белоруссии тоже. Сейчас я заблаговременно остановился под Могилевом, возле начала его окружной дороги. И буду размещаться на ночь. На самом деле здесь достаточно красиво. Ну вот, значит, я снова встал на ночевку. Сварил себе чай, гречневой каши с колбасой. Сейчас буду ложиться спать. Вот. Хочу показать, как здесь хорошо. Палатка. Кухня. Я. Начало 12 часа. Я проехал даже город Оршу. И вот здесь на развязке, которая уходит в Москву, меня высадили. Машина ушла на святые места. И настроение хорошее. Город Витебск. Я из него только что выехал. Потерял здесь много времени, так что уже 2:30. Надеялся здесь обменять гривны, а здесь их уже не принимают. Идем дальше. В общем, меня подобрала машина, и сейчас я на границе. Водитель сказал, что можно просто остаться в машине, и все будет достаточно быстро. Кстати, кажется, он забыл выключить радио. Вот, у меня на часах уже 9:30. Я нахожусь в России. Рядом со мной трасса до Псков. И какой вечер, а? Какой вечер! Да, дороги тут такие. На часах уже 1:30. Но еще не совсем темно. Это называется белая ночь, и это значит, что я уже рядом. Но, к сожалению, я пропустил поворот и заехал не туда. Причем, наверное, даже далеко. Сейчас вижу какие-то огоньки, это похоже на заправку. Надеюсь, там я узнаю, что к чему, и в общем, разберемся. В общем, сейчас начало 2. Уехать отсюда уже не вариант сегодня. Так что я ложусь спать. Утро вечера мудренее. Все. День 4. Я буду отсюда выбираться.
Как оказалось, выехал я к поселку Идрица. Но уже 11 часов. Я все-таки вернулся на Перовскую трассу. Хотя там брали вообще неохотно. И решил, что ехать на голодный желудок это не дело. Поэтому, пожалуйста. Гречневая каша со специями. Чай. И вода для этого всего. Пять часов вечера, Псков, трасса на Санкт-Петербург. Финишная прямая. Пока что. В общем, парень Дима у меня себя приютил. Я в гостях. Мы с Димой гуляем по Петербургу. Дима это тот парень, который принял меня в гости. Неплохо обошли город. И сейчас мы уже идем туда, где у меня будет концерт. Точнее, я иду на концерт группы Godsmack. Уверен, что это будет круто. Стерик. Там, насколько я понял, Нева. Ее набережная. Добрался и попал на этот концерт. Я думал, что я там буду плакать, как сука. А все прошло просто зашибись. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция Рыбацкая. Этот концерт, это было нечто. А теперь я жду маршрутку, которая везет меня к гостеприимному Диме. Не могу поверить, что их видел. В любом случае, два еврея встретятся. Это Дарина. Она скажет, что я из нее мир. Ну, возможно, возможно. Ну, ладно, не отговаривайся. Не отговариваться. Начался 6-й день. Я жду автобус, который отвезет меня на Мурманскую трассу. Попрошу тебя, чтобы солнце грело. Попрошу тебя, чтобы море пело. Попрошу о том, о чем не просил.
Сейчас иду по окружной вокруг лазейного поля. На меня здесь влетели слепни. Помотали мне нервы так. Просто решил об этом сказать. Лучше всех танцует твистый рок-н-ролл. Лучше всех играет Пресли на гитаре. На это каждый ответит, конечно, Вася. Вася, Вася, но кто его не знает? Ей, Вася, 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 стиляга из Москвы. Ну так мало-помалу я въехал в Карелию. Да. Мы заодно заехали на водопад Кивач. Просто посмотрите на это. Просто скажу, что это нужно видеть. Здесь представлена живность Карелии. Даже музей есть. Твой заставленный балкон по тем же тротуарам домой идут за что? Ты так же улыбался, но годы позади. Так что в итоге стало до сих пор? Ты сама как скажешь, застрахуй, братуху, застрахуй, хуй, 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 застрахуй, братуху, Сейчас на той не включили. хуй нам народную застраховали. В общем, сбылась мечта идиота. Я на крайнем севере. Здесь комары очень хищные, а темно они становятся, ну, сейчас почти никогда. Вообще никогда. Я познакомился с очень приятной семьей, с которой мы проехали, ну, больше 1000 километров. Так что сейчас 3 часа ночи, начало 4-го. Я хочу просто отдохнуть после этого ломового дня. Смотрите, комары облепляют мою палатку с разных сторон. Они ждут меня. С добрым утром. Сегодня полдень, 7-й день. Я помню, какие комары были вчера, поэтому я просто еще не выходил. Я здесь готовлю себе завтрак с чайком. Потом я просто очень быстро соберусь и поеду дальше. Там попытаюсь связаться с девчонкой, которая пообещала мне ночевку. Так что все. Я остановился недалеко от трассы. Но леса здесь уже мощные. До Мурманска меньше 250 километров, так что я там буду скоро.
только спаковался, уже 1:30 на часах. Но времени у меня много. А еще парень Паша сказал, что Мурманская область – это страна озер. Тут просто плюнуть некуда, кроме как в озеро. Посмотрим? Водители дали мне понять, что здесь есть разные дороги, и мне понадобится табличка с указанием города, куда я еду. Поэтому я сейчас попытаюсь что-то придумать. В общем, написал на куске дерьма. Ну, должно сработать. Один из водителей привез меня на свою дачу. Здесь меня напоили чаем, угостили. Приятно. Ничего нам нужно. Вот так вот, чтобы ехать прямо. А там не заехать. Местные ребята собрались на рыбалку и взяли меня с собой, но я согласился. Меня вывезли в глушь, снабдили этими козырными броднями. Сейчас я погуляю. Камнемхи и озера. Это характерный ландшафт для этой области. Вот Кольский полуостров. Нормальные мужики. Знакомьтесь. Просто скажу, что сейчас на дворе 1:00 ночи. Самое темное время суток. Так. Кажется, день 8. Я нахожусь где-то в заднице Кольского полуострова. Господа пацаны варят уху. Надеюсь, сегодня я успею сюда выбраться. Кстати, что вот это такое? Хрень какая-то. Просто какой антураж. Подвесные потолки, совковая вентиляция. О да. Я мало что помню из 90-х, но мне кажется, что они выглядели именно так. В общем, мы выбрались из тундры. Ребята привезли меня в свое заведение, угостили, накормили и уложили спать в кальянной. Надеюсь, мне хватит места. Еще одно утро в глуши. Это уже 9-й день. Выезжаю из города Ковдор. Пневмония необычная, вирусная, еще наши врачи проебали. Остановились на пару минуточек. Надеюсь, видно. Из-за деревьев-то уже показались хибины. А за горами началась пустыня.
100 километров до Мурманска. Будет интересно, как. Вот от Алёши хороший вид. Итак, Мурманск. Меня высадили на севере города. Сейчас я буду здесь что-то искать. Вот он город. Только холодно здесь. Выбрался повыше и решил заварить себе чая. Как обычно. О, а теперь нормально. Еще тут рядом есть монумент. Здоровенный. Местные его называют Алешей, я пойду его посмотреть. Памятник защитникам Светского Заполярья. Решил остаться в Мурманске еще на один день. Благо хозяйка не против. Посмотрю город получше. Сижу на берегу Кольского залива. Нашел какие-то странные водоросли с воздушными мешками. Их можно хлопать как пузырчатую упаковку. На местном морвокзале стоит ледокол «Ленин». Первый атомный ледокол. И все. 1 июля, 11-й день. Я выхожу из Мурманска и направляюсь на трассу в сторону деревни Териберка. Она находится на берегу Баренцева моря. Там я и хочу остаться на ночь. А какая природа! Какая погода! Тоже их не снимают, а? Я таких скал никогда в жизни не видел. Ну вот и оно. Баренцево море. Вон оно в той стороне. Вот он берег. А еще мне сказали, что здесь должен быть водопад. И это место похоже на водопад. Но здесь не падает вода. Наверное, просто сейчас солнечно или... Не знаю, в чем дело. Из меня, конечно, не очень геолог. Но мне кажется, что все здесь красный гранит. Вот он какой. Еще здесь капает вода. Может, это тот самый водопад? Вообще мне нравится, когда на берегу галька, а не песок. Но вот это... А по этим камешкам весело прыгать. Главное не упасть, не поломать ногу. А то дома меня за это наругают. Там какие-то птички.
Но я хочу туда, поэтому я их прогоню. Опять же, из меня хреновый геолог, но я уверен, что по вот таким вот желобам отходил в свое время. Это было давно. Итак, 1 июля, полдень. GPS на телефоне показывает 69 градусов 12 минут северной широты, 35 градусов и 5 минут восточной долготы. У меня есть чай, я на берегу Баренцева моря. Виды здесь шикарные. Самое время, чтобы написать сообщение родителям. Ссылки. Комары. Такие дела. Вот правда, есть такое ощущение, что ты на другой планете. Это все другая планета. Что-то я никак не уймусь. Иду все дальше и дальше. Но здесь так красиво. Но ветер холодный. Еще один тихий грот. Вода чистая, а на дне ламинарий. Так. Я ведь не сделаю этого, правда? Правда? Клянусь, я этого не делал, я просто обошел стороной. Да. И снова эти яйца дракона. Ну, чтобы вы понимали. Водоросль, ламинария. Насколько я понял, это та самая морская капуста, да? Здоровая, как будто кусок резины. Там есть какой-то домик. А домик это хорошо. Пойду узнаю, живет ли кто-то в теремке или нет. Это метеорологическая станция. Живых людей я здесь пока не нашел, и всех остальных тоже. Но я, наверное, все равно здесь остановлюсь. Мне кажется, набегаю все сегодня до упада. Это место, конечно, того стоит. Поднимается ветер, и даже что-то накрапывает. Но я все равно иду гулять. Все хорошо, мои вещи в сухом месте. Я познакомился с местным метеорологом. Так что оставил все вещи у нее в доме. И, кстати, мне объяснили, как пройти к водопаду. Так что я сейчас иду туда. А вот и водопад. Ну вот какое место, а? Здесь было бы еще красивее, если бы не было такого ветра. Ох, ребята, вот это место. Блин, во время дождя такие яркие краски. Жаль, кажется, у меня в объектив попала вода, там какие-то капли. В 8 вечера дождь закончился, объектив высох. И мне подогнали вот этот шикарный байк. Ну да, он на меня маленький совсем. Но это намного лучше, чем пешком. Ну правда, это же ледниковая долина. Это место.
Похоже, что в советское время вход в бухту охраняла артиллерийская батарея из вот таких вот орудий. Ну, конечно же, они заржавели давно и навсегда. Вот это массивно. Для сравнения, вот моя нога. А вон там лежит снег. Напоминаю, 1 июля. Вот серьезно, если это не место схода ледника, то зовите меня лошарой. Вот, выдрался немножко повыше. Облака рассасываются, создается такое впечатление, как будто наступило утро. Но сейчас вечер. Еду по тундре вечером. Короче, некоторых жизнь ничему не учит. Я снова еду. Итак, этот берег находится на 69 градусе северной широты. 90 градусов минус 69 градусов — это 21 градус. При наклоне земной оси 23 градуса. Получается, что во время летнего солнцестояния здесь между горизонтом и солнцем остается зазор в 2 градуса. Эта цифра еще больше с учетом преломления солнечных лучей земной атмосферой. И в принципе, это то, что я хотел здесь увидеть. Именно. Первый час ночи здесь холодно и батарейка садится. Надеюсь, немножко еще она просянет. Возвращаюсь на метеостанцию, буду ночевать. Хватит на сегодня. С добрым утром. День 12, и я собираюсь отсюда уезжать. Решил хоть на берегу зубы почистить. Поселок Ладейное. Дома, школа, детский сад. Люди живут. На окраине есть заброшенные домики. Вот в этом я взял себе Чехова почитать. Я оставил записку с благодарностью. Все, чин-чинарем. Это здешняя пожарная часть. Тарелка смотрит аж в пол. Все потому, что геостационарные спутники здесь очень низко висят над горизонтом. Ну вот, еще одно место, в которое явно не следовало лезть. Ну да, о чем это я действительно? Зато вот открылся вид на залив. И меня здесь перебивают чайки. Конечно, немного мрачновато выглядит. Сам поселок полузаброшенный. Но при этом здесь все-таки живут люди. Есть какое-то кладбище шлюпок. Подойду, посмотрю его. Здесь песок, барханы. Так с виду и не скажешь, что ты в тундре. 1:30. Стою на выходе из города и не знаю, сколько прожду свою машину. Прошло 1,5 часа. Я умудрился, не отходя от кассы, даже сварить себе завтрак.
Геркулесовая каша с йогуртом. Неплохо. Ждем дальше. Я стоял на этом месте 5 часов. Чё-то не идет. Шел и сам не заметил, как оказался под такой громадиной. Это я практически вверх смотрю. Я сейчас делаю очень странные вещи. В двух словах. Я пробрался на железнодорожный вокзал и попытался найти диспетчера и локомотивную бригаду, которая могла бы взять меня с собой на юг. Но, к сожалению, меня поймали тамошние охранники, и мне пришлось отбрехаться. После этого я решил оттуда свалить, чтобы не испытывать удачу. На ночь глядя выхожу ловить машину. Вписка запоролась, сам виноват. Так что теперь заночую в лесу. Вообще сейчас ночь, так что я надеюсь, что я хоть что-то поймаю. 50 минут первого. Сейчас встану на ночевку. Получилась мокрая ночевка, но зато я выспался, хорошенько поел, все это сделал спокойно. Стараюсь становиться поближе к трассе, потому что здесь леса, и в этих лесах очень много диких зверей. 11 часов, погода не очень. Мне сейчас попался прямо душевный водитель. С ним проехали хорошо, весело. Накормил меня, чаем напоил, продуктами нагрел по-царски. Сейчас я, в Карелии. Собираюсь здесь остановиться в Соснах. У меня был нормальный ходовой день. С утра вышел на заправку и встретил того же самого водителя. Так что уже доехал до Петрозаводска. Но уже 5-й час. Надеюсь, хоть далеко проеду за сегодня. Без 10:05 снова голосую. Прошло полчаса, я их как-то даже не почувствовал. Зато начался дождь. Я отъехал всего какую-то 100 километров на юг, и вдруг стало очень тепло. И кто меня за язык тянул? Сильно намучился с палаткой, а здешние мошки — это просто монстры. По-моему, сейчас 15-й день идет, 5 июля. Иду по Ленинградской области. Надеюсь, сегодня добраться. Нашел около дороги какие-то деревяхи и решил ловить вот на это. Час дня. Я на повороте, который идет в Москву. И стараюсь поймать машину как можно дальше. Вот уже начал отпускать машины, которые идут недалеко. Стратегия купила себя с лихвой. Я быстро пролетел Великий Новгород. До Москвы осталось 450 километров. И вроде время еще есть даже. В общем, подъезжаю я к Москве, заворачиваю в Дубну и попадаю на нашествие. Это не нашествие, это Тверская область. Мы едем уже после главного приключения лета, нашествие 2013. И я встретил крутого... 15. Блин, да точно, я еще из 13 не могу вернуться. Встретил крутого. Я встретил крутого человека, которого помогу. Ура! Ура! Познакомился с парой из Конакова. Меня пригласили, накормили, спать уложили. Вообще веселый народ. По реке идет баржа. В общем, я приехал, встал на Волгу. Буду ждать здесь до вечера, пока не встречусь с подругой.
Только пошел за дровами, какой-то местный бомжик у меня спер мои бич-пакеты. Нет, ну его, конечно, поймал и забрался обратно, так что все нормально. Расположился, искупался, готовлю обед дедовским способом. Вообще не любитель загорать, но на солнце так приятно греться. Там стоит большой монумент Ленину. С этой стороны стоял монумент Сталину, но, я так понимаю, в хрущевские времена его снесли. Сейчас 17-й день. Я нахожусь под Москвой в городе Дубна. Здесь живет моя хорошая подруга. Отдыхаю. 18-й день. Собираюсь двигать на юг. Короче, Красная площадь. Там мертвый человек Василия Блаженного. Эта площадь оказалась в разы меньше, чем я думал. Я в центре Москвы познакомился с очень приятной девушкой. Провели с ней некоторое время, и теперь о том, чтобы добраться до Белгорода, уже нет никакой речи. Поэтому отъеду и встану на ночевку. Деда увижу уже завтра. Да, здесь уже солнце садится по-нормальному. Утро 19-го дня. Снова встал возле трассы, вот здесь, в высоченных березах. На камеру этого не показать. Это козел. Он любит нюхать пальцы. Эта жара меня убивает. Но зато я уже в Белгородской области. О, река Ивня, город Ивня. Уже почти добрался до дедушки. Ну, что ты хочешь? Что ты хочешь? Скажи мне, что ты хочешь? Вот, это мой дедушка. Вот, 21 день я отсюда уезжаю. Интересно, эта дымка над речкой видна или нет? Я проехал Белгород и написал, думаю, уже последнюю табличку. 4 часа дня. Пешком топаю через границу. В Харькове возле вокзала всегда столько народа. Как только вышел из роуминга, отзвонился маме, папе. Мне теперь не волнуются. А я выхожу за город. Скоро будет окружная и трасса на Полтаву. А под Харьковом меня пригласили ночевать на пасеку. Я согласился и правильно сделал. Здесь удобство, теплая кровать, чай, медовые соты. Вот уже утро. Вышел в лес прогуляться. Итак, я под Харьковом и надеюсь часиков за 12 добраться до Одессы. 4 часа дня, Кременчуг. Я пешком перехожу речку Днепр. Детки. Под рекой ходят катера, а местные школьнички плюются на них с моста. Красота. 6 вечера, дома 300 с хвостиком километров. Взял кваску, еду дальше. Допрыгался. Я на окраине Кировограда. Темнеет. И я не с той стороны, с которой мне нужно. Сейчас топаю до окружной, но это дохлый номер. Если я сейчас добирался по окружной вокруг Одессы, то тогда был еще день, а сейчас, блин, ночь. Наверное, в Одессу я таки не попаду сегодня. В общем, нужно признавать свои поражения, поэтому я остановился. Хорошо, есть что покушать,
отдохну, а завтра с новыми силами уже буду добираться. День 23, 9 утра. Я на окружной города Кировоград. И все. В первый раз такое вижу. Черные вишни. Искал тенек, а нашел абрикосы. Я обожаю абрикосы. Я не знал, что эта трасса настолько глухая. Но, слава богу, я оказался в месте, где рядом железная дорога, поэтому я постараюсь подъехать поближе просто на электричке. С электричкой не повезло. Она сегодня в том направлении уже не идет. Но зато стоило мне подойти, спросить местных, как меня снабдили всем, чем надо. Село называется Каменный мост. Я просто должен сказать, эти пирожки с яблоком идеальны. Это тесто пушистое, яблочки свежие, буквально только с дерева. Вот и чай по этому случаю. Слава тебе, Господи! Наконец-то трасса Киев-Одесса. И теперь ловим машину. Девять часов, а я еще не дома. Это не то, на что я рассчитывал. Итак, 10:30. Темнота. Дождик моросит. И гремит гром. Я не добрался до Одессы. Еще 100 километров осталось. Я иду на ночевку. Вот так. Под конец пути я получил по яйцам. Вот мой ужин. Греча, колбаса, сыр, косичка. Вот с утра стою уже 1,5 часа, но я все еще в этом Ширяево. Наконец-то добрался до дома. Честно сказать, устал эти последние пару дней. Реактивный самолет держит курс на юго-запад. Я махну ему рукой сквозь немытое окно. Я хотел стать моряком, уплыла моя эскадра. Я хотел стать космонавтом, но, увы, не суждено. Не придется мне работать на штамповочном станке и не спеть мне под гитару на китайском языке. Я по жизни неудачник, я с рождения больной. Реактивный самолет, забери меня с собой, 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 забери меня с собой. Я умею так немного, но зато наверняка я умею слушать ветер и смотреть на облака. Я умею ночкой темной разговаривать с луной. Реактивный самолет, забери меня с собой, забери меня с собой, забери
забери меня с собой, 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 забери